Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим о новых экспертах в Whiteout Survival. Это Бальдер и Фабиан. Разберем, что они собой представляют, какие у них способности и где они могут быть полезны. И в целом, стоит ли вообще вкладываться в их прокачку. А еще хочу напомнить, что прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш 20 сертификатов по 499 ледяных звезд. Если вы еще не участвуете, самое время заглянуть. Все просто. Вы переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к нашему сообществу и не упускайте возможность получить приятный бонус в игре. А теперь усаживайтесь поудобнее и давайте вместе посмотрим, что нового приготовили разработчики и насколько эти эксперты могут изменить баланс в игре. Сегодня мы с вами обсудим двух новых экспертов в Рассветной Академии. Как многие из вас знают, Академия у нас появляется на 150-й день игры, вместе с созданиями 4 и 5 уровня. Вначале мы получаем 4 стартовых бустеров. Это Сирилу, Агнес, Хольгера и Рамола. Подробно разбирать их функционал мы сегодня не будем, так как я уже выпускал видео о Рассветной Академии, где мы разобрали все навыки этих героев. И если вы не видели этот ролик, то ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Теперь пару слов о моем прогрессе за последние месяцы. Я стараюсь улучшать бустеров равномерно. Единственное, что я доначу в Академии, это пакет Вечного Путника за $5 раз в 14 дней. И на этом мои покупки заканчиваются. Какого-то одного фаворита среди стартовых бустеров у меня нет, потому что каждый из них полезен в своей сфере. Однако, если выбирать при моем уровне доната, то лично мне нравится Агнес больше остальных. Во-первых, благодаря навыку «Раскол земли». При сборе ресурсов мы получаем неплохое количество сундуков Искателя, которые мне нравятся больше, чем сундуки Арены Звезд от Хольгера. И их попросту падает больше. И есть шанс получить огненные кристаллы и алмазы. А это действительно ценные ресурсы. По навыкам у Агнес тоже все отлично. Первый навык дает дополнительные миссии на маяке, где можно получать ресурсы для развития. Я даже хотел вчера вложить ускорение и книги знаний, чтобы получить еще больше миссий, но передумал. Ведь нам пришло письмо о добавлении 2 новых экспертов, про которых мы с вами поговорим уже через пару минут. Второй у нас навык увеличивает запас энергии на складе. На условном престиже наемника или миссии героев это точно не лишний бонус. Третий навык, честно говоря, считаем менее актуальным, уменьшающий время строительства. Но четвертый навык – это просто топ. Благодаря ему мы ежедневно получаем тайные жетоны, плюс открывается возможность бесплатного обновления магазина для поиска виджетов. В итоге примерно за 2 дня мы можем получать приблизительно 1 виджет текущего поколения, что в среднем дает порядка 40 виджетов в разрезе поколения. Остальные 3 стартовых эксперта тоже важные и полезные, но у каждого есть свои нюансы, и лично мой фаворит все же Агнес. А что думаете вы? Согласны ли вы со мной касательно Агнес? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. По поводу использования алмазов для покупки походных припасов, мое мнение остается неизменным. Это действительно слишком дорого для меня, и я полностью игнорирую эту опцию. И вам советую делать так же. 4000 алмазов за день ради дополнительных 20 походов – это неоправданно высокая цена. Что касается рубежных припасов, то в магазине VIP я их не беру. Они мне выпадают благодаря покупке пакета «Вечный Путник». Я стараюсь беречь эти ресурсы для действительно нужных целей. Некоторые советовали мне вкладывать в условного Рамула, так как ему требуется очень много печатей. Но я принял решение не инвестировать в этого бустера. Он слишком дорогой в прокачке. И по печатям экспертов, и по подаркам. Его навыки в основном заточены под ПВП. А при моем уровне доната подобные вложения слишком накладные. Поэтому на данный момент я практически его не прокачиваю. Многие ребята говорили, что рано или поздно появятся новые эксперты. И лучше приберечь ресурсы для них. И вот этот день настал. В игру добавили 2 новых эксперта. Это Бальдер и Фабиан, которых я открыл сразу при их появлении благодаря дорожным припасам. И сейчас мы с вами их обсудим. Мы с вами получаем 2 новых экспертов, которые дают полезные бонусы для нашего развития. И давайте подробнее разберемся за каждого из них. Первый эксперт – это Фабиан, у которого логотип формата мероприятия «Битва за Литейную». Поэтому несложно догадаться, что именно этот бустер является экспертом именно для этого события. Навык Фабиана называется «Ремесленник войны», и он увеличивает атаку и защиту войск. Работает этот бонус по аналогичному принципу, как и навык Сирилы, который повышает атаку на медвежьей ловушке. Из этого можно сделать вывод, что навыки Фабиана актуальны только в рамках мероприятия «Битва за Литейную». В описании также указано мероприятие «Пламени Тундры», но я считаю, что это некорректный перевод, и речь идет о событии Лига Бойцов Тундры. И теперь давайте пройдемся по его навыкам. Первый скилл называется «Чеканщик», который увеличивает количество очков арсенала до 100%. Как по мне, этот навык в первую очередь будет полезен тем, кто собирает припасы в ремонтных мастерских. Как он будет работать в разрезе битвы за Литейную, узнаем уже в это воскресенье, во время проведения мероприятия. Следующий навык Фабиана – это экстренная помощь, которая позволяет мгновенно исцелить до 1 миллиона войск во время битвы за Литейную. Повышенная огневая мощь увеличивает смертоносность и здоровье войск в период мероприятия до 30%. А навык боевая крепость увеличивает вместимость вашего ралли во время битвы за Литейную до 150 тысяч. Вот и все, что необходимо знать про Фабиана. Что я могу сказать о нем?
Возможно, кто-то будет считать иначе, но большинство, думаю, согласится со мной. Если вы игрок с небольшим донатом или вообще без него, Фабиана можно смело ставить на последнее место по приоритету прокачки среди всех доступных 6 экспертов. Судя по его навыкам, кроме повышения боевых показателей на литейной лиге бойцов Тундры мы ничего не получаем. Допустим, та же Сирила дает бонусы в виде увеличения наград, а Фабиан только боевые характеристики. Если бы администрация добавила условную скидку в магазине литейной при улучшении его навыков, я бы еще подумал. Но целенаправленно тратить на него общие печати я точно не вижу смысла. Этот эксперт в первую очередь важен китам для сражений на литейной и в лиге бойцов Тундры, а нам, простым работягам, нет смысла ставить его в приоритет. Так что итог, я этого бустера активно улучшать не буду. А что вы думаете касательно моего мнения? Напишите об этом в комментариях. А теперь переходим ко второму эксперту, Бальдру. Его навыки связаны с дипломатией, а значит, нас ждут различные скидки. А скидки мы с вами любим, поэтому давайте разбираться подробнее. Его основной навык называется мастер переговоров. Благодаря ему мы получаем дополнительную скидку на стоимость предмета в магазине Альянса до 15%, а также больше фишек Альянса из ящиков Триумфа. А вот это уже приятно. И скидка на товары, и увеличенная добыча фишек Альянса на ежедневной основе. Раньше мы могли с вами покупать в магазине Альянса только самое необходимое. Но при хорошей прокачке навыка теперь можно условно приобретать телепорты не только по красной стандартной 70% скидке, но и по 40%, чтобы решить вопрос с дефицитом телепортов, так как при улучшении навыка цена будет еще дешевле. Или на примере в недельном магазине Альянса. Не всегда хватает фишек на покупку корма. А улучшив навык мастер переговоров, мы сможем стабильно брать его каждую неделю, не переживая, что фишек не хватит. Касательно триумфа Альянса, тут, думаю, все понятно. Увеличение жетонов в зависимости от уровня навыка мы можем посмотреть в этом меню. Навыки, как я понимаю, также будут работать со скидками. Так что давайте разбираться. И первый навык – это пылающий восход. Он увеличивает количество получаемых очков в миссиях мобилизации. Я уже протестировал этот навык. Взял индивидуальную миссию на обучение войск, которая нам дает с вами 520 очков. И после активации навыка Бальдра эта цифра увеличилась на 2%, что в итоге составило 532 очка. Если прокачивать этот навык до 20%, то, например, та же миссия на 520 очков будет приносить примерно 620 очков. Те, кто активно участвует в мобилизации, точно оценят этот бонус. Ведь такое увеличение может решить исход участия в событии. Вторая часть навыка связана со ступенями обелиска. Это как раз тот вопрос, который чаще всего задавали сегодня утром в телеграм-чате. И вот ответ. Улучшив этот навык, вы открываете доступ к наградам со ступеней. Я открыл пока только первую ступень, и награды вы сейчас можете увидеть на экране. Оставшиеся 2 ступени и их награды станут доступны только после дальнейшего повышения навыка. Как только я открою следующие 2 ступени, обязательно поделюсь скриншотами в телеграм-канале. В итоге получаем очень важный навык для мобилизации, и он позволяет получать больше очков и дополнительные награды. А теперь давайте посмотрим другие навыки Бальдра. Второй навык называется почетное завоевание. Он увеличивает количество жетонов, которые мы получаем в рамках чемпионата Альянса. Как я понимаю, бонус будет действовать на итоговые награды, которые мы получаем в пятницу после завершения события. Улучшив этот навык, мы сможем делать больше покупок в магазине чемпионата Альянса. Помимо крайне необходимых печатей эксперта, теперь станет проще покупать и другие полезные предметы. Вторая часть навыка – это +1 к предметам чемпионата Альянса при изучении уровня навыка. Как только у меня появится более точная информация по этой опции, обязательно поделюсь с вами в телеграм-чате. И если у кого-то из вас уже открыт этот навык, давайте делиться информацией в чате и посмотрим, что именно может появляться в этом магазине. Третий навык Бальдра – это охотник за головами. Это увеличение очков в мероприятии «Безумный Джо». Мы сможем получить больше очков в рамках этого события, а также получать бонусный сундук за каждые 200 тысяч очков. Как именно это будет работать на практике, станет ясно уже на следующей неделе, когда начнется мероприятие. Но в любом случае, получая больше очков в этом мероприятии, мы сможем с вами быстрее делать задания в альбоме Тундры, где наша задача получать очки в разрезе мероприятия. Кто не видел видео с советами по прохождению альбомов Тундры, ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. И остается крайний навык эксперта – это гимн рассвета, который увеличивает добычу очков в рамках мероприятия сражений альянсов. Как я понимаю, то будет он работать так же, как и навык в разрезе мобилизации, и функционал его мы уже сможем увидеть на старте мероприятия. Касательно доп. Ступеней, тоже обсудим на старте мероприятия в чате. По итогу, Бальдер – это прям человек-скидка, простыми словами. Он позволяет нам получать различные бонусы и скидки в разных мероприятиях. Его я однозначно рекомендую улучшать. Если говорить о приоритетности навыков, то в обязательном порядке я советую как можно быстрее повышать навык «Почетное завоевание», чтобы получать больше жетонов чемпионата Альянса. Остальные навыки можно прокачивать в зависимости от текущих событий. Сейчас проходит мобилизация, значит повышаем пылающий восход. На следующей неделе будет Безумный Джо,
Заранее прокачиваем навык под это мероприятие. А гимн рассвета можно оставить на конец, поскольку сражения Альянса стартуют только через 2 недели. Мы с вами получили 2 экспертов, которые, на мой взгляд, являются полными противоположностями по приоритету улучшения. Фабиан полностью заточен под битву за Литейную и Лигу бойцов Тундры. Кроме боевых показателей, в рамках этих ивентов он никаких дополнительных бонусов нам не дает. Я лично не собираюсь целенаправленно его прокачивать. И уж точно не буду брать на него общие печати. Так что активно улучшать я его точно не планирую. А вот Бальдер действительно полезный новый эксперт. И я буду стараться прокачивать его к старту мероприятий, а также получать скидки в магазине Альянса, которые точно не будут лишними для его развития. У меня уже в игре появился пакет на Бальдра за счет улучшения его на 10 уровень. Этот пакет я лично буду брать, а вот когда появится пакет на Фабиана, то я его уже пропущу. А что вы думаете по поводу этих 2 экспертов? Напишите об этом в комментариях. Касательно стоимости улучшения 2 новых экспертов в разрезе печати и подарков, я обязательно вместе с ребятами обновлю информацию по затратам на прокачку и выложу таблицу в моем телеграм-канале. Мы постараемся сделать ее как можно скорее, как только соберем всю необходимую информацию. Ну что, друзья, вот такой получился обзор новых экспертов. Пишите в комментариях, что вы думаете о Бальдре и Фабиане, кто вам кажется интереснее, кого будете качать первым и как вообще относитесь к этим нововведениям. Мне всегда интересно почитать ваше мнение, потому что вы часто подмечаете такие детали, которые не сразу бросаются в глаза. Если видео было полезным, поддержите лайком. Это помогает каналу развиваться и мотивирует делать больше обзоров и гайдов. А чтобы не пропускать новые видео и свежие новости по Whiteout Survival, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. И, конечно же, напомню еще раз вам. В Телеграме идет розыгрыш 20 сертификатов по 499 ледяных звезд. Не упустите шанс. Ссылка в описании под видео. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.